давай поговорим про второй концепт. По-русски. Переводи по-английски. Окей. Давай, let's read the second concept. Давайте прочитаем второй принцип. Страница 12. Итак, принцип второй. Когда в 1955 году группа А утвердили постоянный устав своей конференции по общему обслуживанию анонимных алкоголиков, они тем самым передали конференции полное право осуществлять оперативное руководство нашим всемирным обслуживанием анонимных алкоголиков и сделали конференцию, за исключением права изменять 12 традиций и статью 12 устава конференции, действительным выразителем группового сознания всего нашего общества. О, что это значит? This concept is also informed by the second tradition. И этот принцип также был сформирован на базе второй традиции. Especially the part that says our leaders are but trusted servants. Особенно та часть, которая говорит о лидерстве и совете управления. So that's the spirit of this principle, is this trust, the idea of trusted servants. Это вот та самая основная идея, дух вот этого принципа доверять доверенным лицам. And there's a number of reasons why Dr. Bob and Bill did this, gave the General Service Conference the voice and conscience of AA. И именно по этим принципам доктор Боб и Билл решили созвать первую конференцию, именно для того, чтобы голос и смысл идей были услышаны. Originally, the AA groups in Akron, Ohio, Первые группы были созданы в Акроне, штат Огайо. And the early group in New York. И ранние группы Нью-Йорка. So the first two AA groups ever. Первые две группы. Gave Bill and Bob the power to create all the world services. Предоставили как бы власть Бобу и Биллу создать всемирную службу. And gave them the authority to carry the message worldwide. И передали им право донесения идей по всему миру. And also to not just create the world services, but to manage the world services. Не только основать всемирную службу обслуживания, но также и улаживать все дела, организовывать все дела. And as you can imagine, as AA grew, it became increasingly important. И, как вы понимаете, по мере роста анонимных алкоголиков стало чрезвычайно важно to give some of that power to others. Передавать часть этой власти другим людям. And to give some of that responsibility to others. И также ответственность другим передавать. Now, Bill first thought of a general service conference. Билл впервые подумал о всемирной конференции по обслуживанию. Many years before it was actually created. Задолго до того, как эта служба была организована, создана. I believe as early as 1937 or 1938, Bill wanted a general service conference. Билл хотел созвать всеобщую конференцию где-то примерно, я думаю, в 1937-1938 году. But it took until 1955. Но это было только в 1955. When AA as a whole agreed to do this, to create this conference. Когда анонимные алкоголики как сообщество целиком решило все-таки созвать эту конференцию. The main reason was, as you all know, alcoholics are very afraid of organization. И главная причина в том, что алкоголики, как вы знаете, очень боятся организации любого рода. Everyone wants to be the czar. Каждый хочет быть сам по себе. And so, to create an organization that would have power
over the groups. И поэтому создание организации, которая будет обладать властью над группой, Most members of AA were very much against this. многие члены анонимных алкоголиков были против этой идеи. They were afraid that someone would take control of the conference, the General Service Conference. Они боялись, что кто-то будет обязательно контролировать эту конференцию, They were also afraid that politics would get involved. и что будут туда вовлечены, что политика будет вовлечена в эту конференцию. They were also afraid that it would cost too much money to have delegates come to the conference. Также боялись они того, что это будет стоить больших денег, чтобы созвать делегатов. And ultimately they were afraid that anyone would try to tell the groups how to conduct their affairs. Но самое главное, чего они боялись, это то, что им будут приказывать, как руководить группой. But by 1955, К 1955 году, almost by accident, почти случайно, more and more of the group services were being taken over by people other than Bob and Bill. все больше и больше группы World services were being controlled or managed by people other than. И к 1905 году практически случайно большинство групп, большинство управления каждой группы руководилось другими людьми, помимо Боба и Билла. It started when they formed the first first foundation of Alcoholics Anonymous. Именно тогда был организован первый фонд анонимных алкоголиков. And what happened was, at first the new foundation, when it was newly created, И этот самый фонд, новосозданный, took over all the financial matters, all the money. занялся чисто финансовым вопросом, взял на себя ответственность за все финансовые операции и вопросы. Bob and Bill didn't want to deal with the money. Потому что Боб и Билл не хотели иметь дело с деньгами. But then in 1940, after the big book was published, И в 1940 году, после публикации большой книги, the income from that book was even greater. Доход от продажи этой книги был даже гораздо больше. And so the trustees of the first foundation Недоверенные лица первого фонда started to take over the responsibility for publication. Стали брать на себя ответственность за дальнейшую публикацию. So you have first the foundation deciding matters of money. Так, поэтому первым вопросом фонда, во-первых, был вопрос денег. Then they started deciding matters of publication of books and pamphlets. Потом они уже стали решать вопросы публикации брошюр и книг. And then, as AA started to grow very rapidly, very quickly, И после того, как Содружество анонимных алкоголиков стало очень быстро и стремительно развиваться, it became clear that AA's public relations needed to be managed by somebody other than Bob and Bill. стало также ясно, что общественные связи должны руководиться также другими людьми, помимо Боба и Билла. And so the AA groups were asked to give the foundation complete control over public relations and public information. И поэтому группы передали ответственность за организацию связи с общественностью этому фонду. And so it went, one by one. И происходило это так, друг за другом. Each area of world service Каждая сфера деятельности мировой службы was taken over by trustees of the first Alcoholic Foundation. Каждая сфера деятельности, ответственность за каждую сферу деятельности возлагалась на того или иного члена анонимных алкоголиков. And more Bob and Bill acted simply as advisors rather than И managers. все более и более Боб и Билл выполняли роль как бы просто советников в организации дела анонимных алкоголиков. Nonetheless,
Bob and Bill still felt that they were ultimately responsible for world services. Тем не менее, Боб и Билл чувствовали себя полностью как бы ответственными за то, что происходит в мировой службе. And more, this group of trustees in the Alcoholic Foundation were starting to control the affairs of AA. И шаг за шагом вот именно этот совет доверенных лиц анонимных алкоголиков брал на себя ответственность за решение тех или иных вопросов. And so they decided that they ought to finally create a general service conference. Поэтому они решили, что в конце концов стоит созвать Всемирную конференцию анонимных алкоголиков, so that chosen representatives from each group and each region чтобы посланники каждого региона и каждой группы could meet once a year at this conference как бы раз в год могли бы на этой конференции and decide matters of world importance. И решать вопросы мирового значения. Because it became clear that a small group of trustees that worked for the Alcohol Foundation Потому что стало ясно, что вот эта маленькая группа доверенных лиц фонда анонимных алкоголиков не может решить все вопросы. Yeah, they were not representing the group conscience. Они не представляли себя, они не представляли группового сознания. And so, in 1955, Bob and Bill created the General Service Conference. Поэтому в 1955 году Боб и Билл созвали эту Всемирную конференцию. And gave the conference ultimate responsibility over world affairs. И дали этой конференции право решать вопросы мирового значения, дел анонимных алкоголиков. Yeah. Ultimate responsibility. Полная ответственность, окончательное решение. However, the question still arose. Но тем не менее вопросы все равно росли. Who was going to oversee the day-to-day operation of things? Clearly, you couldn't meet just once a year to decide all matters. Вопрос стоял в том, что кто должен отвечать за повседневные дела, потому что встречаться один раз в год это было это не решало проблему. So this second principle, second concept of service, поэтому второй принцип служения allows for both ultimate responsibility and immediate responsibility. Есть разница. Поэтому вот второй принцип базируется на окончательной ответственности, немедленной ответственности, соответствующей данному моменту. So that trustees who are chosen at the General Service Conference И поэтому лица, которые были выбраны для участия в первой общей конференции, can have immediate responsibility over matters that need to be decided quickly. Припоручается ответственности за решение тех немедленных вопросов, которые требовали быстрого решения. And the General Service Conference has ultimate authority. А Генеральной конференции принадлежало окончательное решение вот этих вопросов. And they represent the voice of the group conscience. И они представляют себя голос группового сознания. Точно так же, страница 14, абзац 2. Точно так же, как доктор Боб и я ранее посчитали необходимым передать попечителям большую часть наших оперативных полномочий, так поступили группа А, поскольку они сочли необходимым передать такие же полномочия своей конференции по общему обслуживанию А. Последнее слово, высшие санкции в делах большой важности не остались в исключительной компетенции попечителей. По уставу конференции, утвержденному в Сент-Луисе, эти полномочия теперь делегированы группам А от них конференции, органу, представляющему все слои всего нашего товарищества. Следовательно, конференция по общему обслуживанию анонимных алкоголиков, включая любые поздние образованные подразделения, в своей всемирной деятельности по практической реализации почти каждой практической цели стала активным выразителем действенного сознания всего нашего сообщества. Okay, and that's the second principle of service, and it rests on the idea that the trustees and the representatives. И это второй принцип, который покоится на доверии, покоится на идее, что делегаты и попечители являются доверенными служителями, но не руководителями. Right, exactly. They're not the руководители.
Бог руководитель, как вы знаете. Вопросы? Я уже сказала. Вы говорите по-русски, да? Катя, вот ты говорила, что был фон. Да, был. Фон занимался вопрос денег. Да. Потом возникла необходимость, ты взяла пример, связь с общественностью. Точно. И появился человек. Этот человек работал, или он этим занимался, когда у него было время? Это я спрашиваю из опыта, потому что очень сложно людям, которые в жизни своей работают, служить еще. Это очень большая работа, да? Вот как там было, если у тебя есть ответ? That's the reason why we have the tradition that talks about that AA should remain non-professional, but we may employ workers or service centers. Вот. Об этом как раз и говорят наши традиции, что анонимные алкоголики должны оставаться непрофессиональной организацией, но мы можем нанимать службы или комитеты, ответственные за решение тех или иных вопросов. Bill himself was given зарплату. Биллу самому платили. Yeah. Зарплату. And most of the people who work for the General Foundation, for the General Fund, И многие из людей, которые работали на этот фонд, are paid for their labor. Им платили за работу. And it started a long time ago. Это началось задолго до того. In New York. В Нью-Йорке. When they realized that they needed a janitor to help clean up the offices of the General Service. Да, когда они поняли, что надо чистить офисы, надо убирать. And they found an old pensioner И они нашли старых пенсионеров, who did it for free. Которые делали это делали бесплатно. And then he quit. And then he бросил. Потом они перестали это делать, потому что им не платили. And so Bill looked for or asked a friend of his if he would come clean the offices. Билл стал искать среди своих друзей тех, кто мог бы приходить и убирать в офис. And this gentleman, who was a very good friend of Bill's, и эти люди, которые были очень хорошими друзьями Билла, he said, человек, you want me to work? Ты хочешь работать? You must pay me. Ты должен платить. Ты хочешь, чтобы я работал, ты должен платить. No money, no work. Нет денег, нет работы. And so Bill quickly understood. И Билл очень быстро понял. That nobody can make AA their life's vocation, their life's work. И что никто не может делать работу анонимных алкоголиков. That you have to feed your families. Что и, соответственно, он должен кормить семью. That just like the groups have to be self-supporting through their own contributions. Равно как и группы должны быть самоподдерживаемыми за счет своих собственных взносов. AA as a whole has to be self-supporting. И анонимные алкоголики тоже должны быть вот как организация самоподдерживаемой. And that's why it's very important. Важный вопрос. When they pass the hat and collect money in the groups. Очень важный вопрос, что когда собираются деньги в группах. That you put your копейки in the basket or your да, чтобы бросать в шляпу копейки или рубли. And that every group sends a significant amount to the general service. И каждая группа посылает довольно-таки значительную сумму в совет по обслуживанию. Because they have to pay the people who work. Потому что нужно платить людям, которые работают на анонимных алкоголиках. If that doesn't happen, who will manage AA's affairs? Если этого происходить не будет, кто же тогда будет управлять делами анонимных алкоголиков? If you yourself are not willing to volunteer for the position, и если вы хотите нанять добровольцев для этих дел, it's your responsibility to throw your rubles in the basket. Поэтому это именно ваша ответственность бросать деньги в шляпу. Катя, я когда делаю шаги, да, мне дают задания какие-то по каждому шагу. Да? Когда я работаю по традиции, мне тоже дают задания. Да? Я так подозреваю, что по киевскому служению тоже существуют какие-то задания. Да? Как бы выделять вот эти вот задания, да, услышать? Yes, absolutely. Okay, the task that... Совершенно верно. Задание таково.
The task that goes with the first Задание, которое как бы следует в начале, самое первое, is to participate in the group conscience. это участие в групповом сознании. The action that goes with the second Действие, которое происходит из второго принципа, is to also participate in group conscience, да, это тоже участие в принятии решений в групповом сознании, but also to volunteer for the service structure of AA, но также и желание добровольно участвовать в структурах анонимных алкоголиков. and or to freely give money to support. Или, соответственно, добровольно давать деньги, пожертвования для поддержания анонимных алкоголиков. Задание. Задание по второму принципу Okay. состоит в том, чтобы также, естественно, участвовать в групповом сознании, а также выполнять добровольную работу по организации и службе в структурах анонимных алкоголиков. And or Или give money to the group. Или, да, через или давать деньги, Так. жертвовать деньги на поддержание. It's not that simple. Это не так просто. Everybody should at least once volunteer to work service. Каждый по меньшей мере должен участвовать в каких-нибудь добровольных работах. Because it's your society. Потому что это ваше сообщество. And also, because it's your society, you need to also help it pay its bills. И поэтому, так как это ваше содружество, и от вас зависит оплата счетов этого содружества. If we don't do our own work and pay our own bills, who will? Если мы не будем делать свою собственную работу и оплачивать свои собственные счета, то кто же это будет делать? Кто бы? Никто. Окей? Достаточно ответ? Yeah? Окей. Еще вопрос? Привет. У меня такой вопрос, что просто вы знаете, поменьше, например, оплата сотрудников с точки зрения, как директору платит как бездомному, или директору платит как директору? Понимаю. Честное слово, я не знаю точно, какая зарплата, но I do know that they get paid as a regular office worker would. Я думаю, что они должны быть оплачиваемы как обычные офисные работники. They're given enough money to have an apartment, to feed their families, to live a normal life. Должны платиться деньги достаточно для съема квартиры, кормления семьи и так далее. Это не офисные работники. Но как нормальный человек, да, окей. Не богатый. Недавно моя подруга, анонимная алкоголичка, сказала, что РСО занимается выпрашиванием денег. И я ей сказала, что если РСО будет писать в группы о нуждах содружества, вот о том, что ты сейчас рассказал, для чего нужны каждая наша копейка, тогда и повысится взнос, да, каждого желающего. Вот мне кажется, что я правильно в этом направлении рассуждаю. Чем больше информированность членов содружества, тем легче отдаются деньги, как большое спасибо за трезвость. Да? Of course, it is your society, it is your money, you should know how it's spent. Это ваше сообщество, это ваши деньги, и вы имеете право знать, как они тратятся. Having said that, it's very logical, the needs of the GSO, if you think about it for a minute. Это очень важно, знать нужды РСО вот на данный момент. Pretty easy to figure out. И это довольно-таки легко, в общем, представить. They need to pay rent. Нужно платить за аренду. They need to pay their workers. Работникам. They need to pay for publishing books and pamphlets. За публикацию книг и статей. And they need to pay for office supplies and mailing, etc. Также на офисные расходы, как это почта и так далее. Okay. Now, every group should elect
a general service representative. Каждая группа должна выбрать представителя службы. And every representative should go to the GSO meetings. И каждый представитель должен ходить на собрание РСО. At those meetings, it is the representative's responsibility to get information about the budget and the money. И на этих собраниях ответственность представителей заключается в том, чтобы получать информацию о бюджете. And it is also the general service representative's responsibility to report back to the group how much money the GSO received, what they spent it on, and what they need. А также в сферу ответственности представителей входит и то, чтобы возвращать эту информацию обратно в группу, куда тратятся деньги, какой бюджет РСО и так далее. And it is the responsibility of every member of the group И, в принципе, это ответственность любого члена группы. to go to the business meetings to find out that information. Ходить на рабочее собрание, чтобы получать эту информацию, чтобы знать эту информацию. А, пожалуйста. Последний раз, когда я был на рабочем собрании интергруппы, там стал вопрос, куда тратить деньги, да, как их тратить. Вот. Эти каждые вопросы решаются конкретно, да, вот берется определенная сумма, и на что она тратится. И групповое сознание там с Богом разбирается. Либо есть люди, которым это дело доверяется, и эти люди уже распределяют финансы. То есть вот как это происходит? И может ли группа без интергруппы, да, то есть не переводя деньги в интергруппу, да, то есть там, московскую, напрямую перевести их в офис, допустим? Есть ли такая возможность? Или нужно придерживаться четкой структуры вот, передачи вот этих финансов? То есть вот какой опыт? There are no laws in AA. В анонимных алкоголиках нет законов, There are no rules. нет правил. There are only strong suggestions. Есть только настоятельные рекомендации. And it is strongly recommended И очень настоятельно рекомендуется, that the group take 60% of its money every month что группа ежемесячно 60% своих денег and send it to the GSO, должна посылать на нужды РСО. 20% to intergroup, 20% на интергруппу and 20% to save for their own rent and coffee and pitching. и оставлять себе 20% на аренду, кофе и прочие нужды. And then what we do, this is just how we do it in the States. Each group can choose their own. Именно так мы поступаем в Соединенных Штатах, но каждая группа имеет право выбирать. At the end of the year, В конце года every group should hold on to what's called a prudent reserve. В конце года каждая группа откладывает деньги как бы на чрезвычайные расходы, And send the rest to GSO. и отправляет остальное в РСО в конце года. Конце года. The way we do it is we send it of the whole amount of money we take. Как мы делаем, мы посылаем 60% от всего объема денег. Да, да. Самый основной вопрос, кто решает, как тратить деньги в интергруппе, да? То есть, либо доверенный человек, либо это каждый вопрос разбирается на группе. Ну, и групповое сознание. Tell him that question is answered in concept 3. Ответ на этот вопрос по поводу решения о трате денег в концепции, в принципе, 3 изложены, которые сейчас будет. Мы обсуждаем следующий. А как донести до членов групп, до всех членов групп о нуждах РСО? Потому что на рабочее собрание ходит примерно, там 10 человек, а в группе примерно там 70 человек. И если даже на рабочем рассказать о нуждах, все члены не будут знать. То есть я вопрос того, чтобы в шляпу клалось чуть больше, или там, когда идет на перевод книг, можно ли это донести в конце собрания, например? Tell him again, that's the job of the
general service representative. Как это было сказано ранее, это ответственность представителей каждой группы участвовать в собраниях интергруппы и отчитываться и докладывать о тратах денег, а также о бюджете интергруппы РСО на собраниях, не только рабочих, а это ответственность их доносить вот эту информацию. And the way we do it is once a month after the regular AA meeting, we say, stay for 10 minutes while we get the GSR report. И как делают в Соединенных Штатах, после каждого обычного собрания анонимных алкоголиков просят остаться на 10 минут для того, чтобы всем, кто присутствует на этом собрании, донести информацию о бюджете и тратах интергруппы или GSO. And if the Russian GSO has money left over at the end of the year, then they send that to the World Office. И если у русского РСО остаются деньги в конце года, вот тогда они посылают во Всемирную службу. Хотелось бы узнать в процентном соотношении, каковы в Америке, да, аренда и сборы, да, потому что у нас очень часто бывает, что 80% сборов уходит на аренду. Каковы у вас? In America, we let the members of the group know how much rent is. В Америке мы даем знать каждому члену группы, какова аренда. And so the members of each group pay more money depending upon how much the rent is. И поэтому каждый член группы платит больше денег в зависимости от того, какова аренда. So that we have the 60% to send to GSO. Поэтому у нас есть 60%, чтобы посылать в GSO. If your meeting is at a place that's too expensive, если ваше собрание происходит в месте, которое слишком дорого, you might try looking for a new place to meet. Возможно, вам стоит поискать другое место. I know in the States we often rent rooms from churches. They're pretty cheap. Поэтому в Соединенных Штатах мы часто арендуем помещения в церквях, где они очень низкие, где рента очень низкая. Sometimes a locality will establish an Alano club. Иногда в клубах. And we rent a room from the Alano club. AA doesn't have the right to organize private clubs, but members of AA can open a private club for other members. Анонимные алкоголики не имеют права организовывать клубы, но члены анонимных алкоголиков могут организовывать частные клубы, и анонимные алкоголики у них арендовать. И это называется Alano Club у нас. У вас нет Alano? Пока нет. Но скоро, может быть. После этого собрания надо организировать. So недавно, not long ago, when rents in our area started going up, недавно, когда цены на аренду стали расти, we asked our members to put $3 in the basket instead of $2. Мы стали просить наших членов класть в шляпу $3 вместо 2. Sometimes we alcoholics like to hold on to our money. Потому что мы, алкоголики, очень любим держаться за свои деньги. And sometimes we need to strongly suggest. И поэтому нам иногда настоятельно рекомендуется, that sobriety is still cheaper than drinking. Что все-таки трезвость гораздо дешевле, чем пьянство. So the extra $1 or $2 doesn't hurt that much. И поэтому лишние $2 или $3 не играют большой роли. Кети, я все-таки хотела ко второму принципу вернуться, потому что я слышала вопрос, который Татьяна задавала, директор нашего офиса, да, вот ее как бы, да, и твой ответ прозвучал конкретно о наемных сотрудниках. Во втором принципе здесь говорится о совете попечителей. Я знаю, что совет попечителей Всемирного обслуживания состоит из 21 человека, 7 неалкоголиков и 14 алкоголиков. Вот, чтобы всем было понятно, они ведь не за зарплату работают. Yes, members of the board are not paid. Only those people who work full time. From morning till night. Оплачиваются только те работники, которые работают полный рабочий день.
Не только наемные, кто работает полный рабочий день. Those trustees and delegates who volunteer to serve on the board, те попечители и добровольцы, которые работают в службах комитетов, and those who don't get paid money, и им не оплачивается, они добровольцы. they get paid in first-class sobriety. Они оплачиваются первоклассной трезвостью.